Под Антарктидой нашли жизнь там, где ее не должно быть. На глубине сотен метров, без света, без тепла и без связи с внешним миром, в черной воде под ледяным панцирем движутся амфиподы. И это открытие заставило ученых иначе посмотреть на то, что скрывается под континентом. Ведь лед здесь может уходить почти на 5 километров в глубину, но под ним не пустота. Там прячется целый скрытый мир – горы, долины, каньоны, озера и русла древних рек. Сверху Антарктида кажется мертвой белой равниной, но на самом деле это закрытый сейф планеты. Внутри него следы древнего климата, подледные озера и формы жизни, которые могли существовать в полной изоляции тысячи лет. Именно поэтому Антарктида давно стала не просто объектом науки, а территорией особого интереса. Еще в 1959-м был подписан Антарктический договор. Сегодня в нем участвуют 58 государств, а добыча полезных ископаемых официально запрещена. Но интерес к континенту только растет. Китай строит новые круглогодичные станции. Россия проводит сейсмические исследования в скрытых районах. Другие страны тоже все активнее закрепляются на льду под видом научных проектов. Если Антарктида – это просто ледяная пустыня, зачем столько усилий? Что они ищут подо льдом? Воду, нефть, газ, редкие металлы, следы древней жизни или нечто, о чем пока не говорят вслух? Антарктида занимает 5-е место среди континентов по размеру. По площади она в 4 раза больше Индии. Подо льдом скрывается около 70% всей пресной воды планеты. Если этот лед начнет таять слишком быстро, уровень мирового океана может подняться на десятки метров. Под водой окажутся прибрежные города, целые государства. Это место не предназначено для человека. Температура здесь падает до минус 90 градусов. Ветер разгоняется быстрее 300 километров в час. В некоторых районах солнце исчезает на месяцы. Компасы сходят с ума рядом с полюсом. Техника ломается. Но даже здесь есть жизнь. Именно поэтому Антарктида пугает ученых. Ученые бурят ледяной щит и поднимают на поверхность длинные круглые столбы льда. Со стороны это выглядит как прозрачные цилиндры, вырезанные прямо из глубины континента. Внутри этих цилиндров есть крошечные пузырьки древнего воздуха. По ним можно понять, каким был климат Земли сотни тысяч лет назад, сколько в атмосфере было углекислого газа, метана и вулканической пыли. В 2013-м американская научная группа пробурила почти 800 метров антарктического льда и впервые напрямую добралась до подледного озера Уилланс в Западной Антарктиде. Это озеро тысячи лет было полностью изолировано от солнечного света и внешнего мира. Когда подняли образцы воды и донных отложений, стало ясно – озеро не было пустым. Ученые нашли живые микроорганизмы, которые существовали без света. Энергию они получали за счет химических реакций с железом, серой и соединениями азота, растворенными в воде и породе. То есть под километрами льда работала отдельная экосистема, не зависящая от поверхности. Это стало одним из самых сильных доказательств того, что под Антарктидой могут существовать скрытые биосферы, десятки озер, рек и водных систем, о которых человечество узнало совсем недавно. Но есть в Антарктиде и другое интересное место. Это гора Эребус, самый южный действующий вулкан на Земле. Его высота превышает 3700 метров, а в кратере многие годы существует постоянное лавовое озеро. Это редкое явление для планеты. Из трещин на склонах выходят горячие вулканические газы. Они нагревают лед изнутри и создают сеть теплых ледяных пещер. Снаружи здесь штормовой ветер, сильный мороз и ледяная пустыня. А внутри температура может быть значительно выше, сохраняется влага и почти нет ветра. Именно из-за этих пещер вокруг Эребуса появились самые разные версии. Некоторые называют их порталом в скрытый мир подо льдом. Научных доказательств этому нет. Но факт в другом. Под вулканом действительно есть теплые полости, где температура может доходить до плюс 25 градусов, а в воздухе находились следы микроорганизмов, мхов, водорослей и следы ДНК организмов, которые сначала не удавалось точно сопоставить с известными видами. Но Эребус известен не только этим. В 1979-м в склон горы врезался новозеландский туристический самолет, выполнявший обзорный полет над Антарктидой. На борту находились 257 человек. Никто не выжил. Катастрофа произошла при странном стечении обстоятельств. Самолет шел по маршруту, который выглядел безопасным, но фактически привел его прямо к склону Эребуса. Снег, облака и ледяная поверхность слились в одно сплошное белое пространство.
Гора была перед пилотами, но визуально как будто исчезла. Именно поэтому эта трагедия до сих пор звучит почти неправдоподобно. Огромный вулкан не был спрятан под землей, он был прямо по курсу. Но никто его не увидел. После трагедии часть обломков и останков удалось эвакуировать, но тяжелые условия, холод и движение льда сделали работы крайне сложными. Некоторые фрагменты самолета до сих пор остаются в районе Эребуса под снегом и льдом. И это важная деталь. В Антарктиде лед не просто сохраняет следы, он постепенно уносит их глубже. Снег выпадает снова и снова. Он уплотняется, превращается в лед, давит на старые слои и начинает двигаться вместе с ними. То, что когда-то лежало на поверхности, со временем может оказаться внутри ледяной массы. Многие представляют Антарктиду как один гигантский кусок льда, который просто тает. Но в реальности разные части континента меняются по-разному. Западная Антарктида теряет массу особенно быстро. Здесь ледники ускоряются и уходят к океану, а шельфовые ледники трескаются и распадаются. Именно здесь фиксируются одни из самых быстрых темпов потери льда на планете. Восточная Антарктида долгое время выглядела стабильнее. Она холоднее, выше и толще. В отдельных районах сильные снегопады временно даже увеличивали запасы льда. Но спутниковые данные показывают, даже если в отдельных районах Восточной Антарктиды лед временно прибавляется, весь материк в сумме все равно теряет массу. И это главный парадокс Антарктиды. Снаружи кажется, что это единый ледяной щит, но внутри он работает как сложная система из разных слоев, потоков и скрытых процессов. Чтобы понять, почему лед движется и где он теряет устойчивость, нужно смотреть не только на поверхность. Главное происходит ниже, там, где ледяная масса соприкасается с каменным основанием. Чем глубже мы опускаемся, тем сильнее давление. Лед уже не выглядит неподвижной стеной. Он давит, трескается, скользит, и под ним начинает работать вода. Между нижней частью ледяного щита и коренной породой скрыты подледные реки, каналы и озера. Они соединяются между собой, наполняются, сбрасывают воду и снова меняют давление под ледниками. Сегодня известно о сотнях таких озер и множестве водных путей. Некоторые резервуары по объему сравнимы с крупными водохранилищами. Когда они сбрасывают воду дальше по системе, за несколько дней могут уходить миллиарды литров. Эта вода движется в полной темноте на сотни километров. И лед наверху чувствует каждое такое движение. Когда давление внизу меняется, поверхность способна подниматься или опускаться на метры. Со стороны все выглядит неподвижным. Но на деле Антарктида постоянно движется изнутри. До этого скрытого мира человек добрался лишь в нескольких точках. Ученые бурили лед, запускали приборы, брали пробы воды и осадков, но напрямую исследована ничтожная часть этого континента. Поэтому Антарктиду изучают не только снизу, через скважины, но и сверху, с самолетов и вертолетов. Над ледяным щитом совершаются полеты с геофизическими приборами. Под вертолетами подвешивают огромные электромагнитные рамки. Они посылают сигналы сквозь лед и породу, а затем считывают отклик. Так ученые видят, где под толщей льда находится твердая порода, где жидкая вода, а где скрытые каналы. Фактически исследователи составляют карту материка, который никто не может увидеть глазами. И иногда этот подледный мир сам выходит на поверхность. Один из самых странных примеров – кровавый водопад у ледника Тейлора. Впервые его описали в 1911 во время антарктической экспедиции. Из белого льда там вытекает темно-красная вода, похожая на след огромной раны. Сначала думали, что красный цвет дают водоросли, но позже выяснилось, источник находится глубоко под льдом. На самом деле вода выходит почти прозрачной. Красной она становится уже снаружи, когда растворенное железо соприкасается с кислородом. Происходит окисление. Источник водопада – древний соленый водоем, но важнее другое. Кровавый водопад показывает, что под Антарктидой движется не просто вода. Она переносит железо, соли, органический углерод и питательные вещества. Часть этих веществ попадает в Южный океан. Там они запускают цепочку жизни, питают фитопланктон, фитопланктоном питается криль, а криль становится пищей для рыб, тюленей, пингвинов и китов. Синие киты – самые большие животные, которые когда-либо жили на Земле. Даже крупнейшие динозавры уступали им по массе. Длина взрослого синего кита может превышать 30 метров, а сердце весит как небольшой автомобиль. Но в 20 веке этих гигантов почти уничтожили. С 1904 по 1967 год в антарктических водах убили более 360 тысяч китов. Их популяция исчезла почти полностью,
примерно на 97%. Сегодня синие киты постепенно восстанавливаются, но ученые до сих пор знают о них меньше, чем кажется. Где именно они размножаются? Какими маршрутами уходят из Антарктики? И как быстро меняющаяся вода влияет на их выживание? Проблема в том, что изучать синего кита крайне сложно. Это животное размером с самолет, которое может исчезнуть под водой на десятки минут и пройти сотни километров, пока исследовательская группа только пытается его снова найти. Поэтому сейчас ученые используют дроны, спутниковые метки, подводные микрофоны и анализ ДНК из морской воды. Иногда достаточно взять пробу воды, чтобы понять, кит недавно проходил здесь, даже если его никто не видел. И это возвращает нас к Антарктиде. Невидимые процессы, которые начинаются под сотнями метров льда, в итоге поддерживают жизнь в океане. Если спуститься на 3,5 километра под ледяной щит, там находится озеро Восток. Оно скрыто под российской станцией и считается одним из крупнейших подледных водоемов на Земле. Миллионы лет озеро было отрезано от атмосферы, ветра и солнечного света. Озеро огромно, около 250 километров в длину и примерно 50 километров в ширину. По площади оно сопоставимо с крупными озерами на поверхности, но увидеть его напрямую невозможно. Сверху километры льда. Это закрытый мир, который существовал отдельно от остальной планеты миллионы лет. Когда ученые изучали лед из района озера, они нашли тысячи фрагментов ДНК. Среди них встречались последовательности, похожие на грибы, простейших и даже микроскопических животных. Отдельно нашли следы бактерии Hydrogenophilus thermoluteolus, организма, который может жить без света и получать энергию из водорода. Также обнаружили генетические следы бактерий, которые обычно встречаются у рыб, на коже, жабрах или в кишечнике. Под ледяными потоками иногда находят даже мелких животных, вроде ракообразных, там, где по логике не должно быть ничего крупнее бактерий. Именно поэтому Антарктиду часто сравнивают с Европой и Энцеладом. Это не страны и не города. Европа – это спутник Юпитера, а Энцелад – спутник Сатурна. Это большие небесные тела, похожие на нашу Луну, только покрытые толстым слоем льда. Ученые считают, что под этой замерзшей поверхностью у них могут скрываться огромные океаны жидкой воды. Если под километрами антарктического льда микробы способны жить за счет химических реакций, а не Солнца, значит, похожий сценарий теоретически возможен и далеко за пределами Земли. Под Западной Антарктидой скрывается один из самых необычных вулканических регионов планеты. Здесь лед лежит поверх зон разломов и древней вулканической активности. Некоторые вулканы не образуют привычных конусов и не выбрасывают лаву наружу. Они работают скрытно, нагревают основание ледника, плавят лед снизу и создают огромные резервуары талой воды. Иногда такие процессы способны резко ускорять движение ледяных потоков. Исследователи фиксировали подо льдом аномальные тепловые зоны, где поток тепла заметно выше среднего. Именно они помогают объяснить, почему некоторые районы Западной Антарктиды меняются быстрее климатических прогнозов. То есть материк получает удар сразу с двух сторон: сверху – потепление атмосферы и океана, снизу – тепло земных недр. Но и это еще не конец. Подо всем этим находится настоящий континент, почти полностью скрытый от глаз. Когда ученые убрали лед с цифровых карт, стало ясно – под Антарктидой нет ровной поверхности. Там лежат горные системы, глубокие впадины, древние русла рек и огромные каньоны. Некоторые долины сформировались еще до появления ледяного щита. Иными словами, под снегом скрыт полноценный древний материк со своей геологической историей, который человечество увидело только в эпоху спутников и радиолокации. В центре Восточной Антарктиды скрыта горная система Гамбурцева. Ее иногда называют призрачными Альпами, потому что по масштабу она сравнима с крупными горными цепями, но полностью находится подо льдом. Некоторые вершины поднимаются почти на 3000 метров, хотя с поверхности этого вообще не видно. Рядом находится каньон Денман, один из самых глубоких известных разломов суши на планете. Его дно уходит более чем на 3,5 километра ниже уровня моря. Там же сохранились древние речные долины. Они появились еще до того, как Антарктида окончательно замерзла. Когда-то по этим руслам текла вода, а вокруг могла быть зеленая земля с лесами, болотами и более мягким климатом. И здесь начинается самое странное. Подо льдом Антарктида устроена не одинаково. Ее восточная и западная части сильно отличаются. Восточная Антарктида более древняя и прочная. Подо льдом там лежит толстая каменная основа, которой миллиарды лет.
Она стабильнее и меньше деформируется. Западная Антарктида устроена иначе. Там земная кора тоньше, слабее и сильнее разломана. Миллионы лет ее растягивали тектонические силы, поэтому появились глубокие впадины и трещины. Если убрать лед, большая часть Западной Антарктиды не выглядела бы как сплошная суша. На ее месте оказалась бы система островов и морских заливов. Из-за тонкой и разломанной коры тепло из недр подходит ближе к поверхности. Поэтому под Западной Антарктидой есть вулканические зоны. Они могут быть скрыты под километрами льда, но все равно влияют на ледники, подогревают лед снизу, создают талую воду и помогают ледяным массам быстрее скользить к океану. Есть и еще одна странность – гравитационная аномалия Земли Уилкса. Под Восточной Антарктидой обнаружена огромная круглая структура шириной около 300 километров. Ученые до сих пор спорят, что это – след гигантского удара древнего астероида или структура другого происхождения. Но масштаб у нее такой, что если это действительно ударный кратер, он может быть одним из крупнейших на Земле. И вот почему к Антарктиде приковано столько внимания. Подо льдом может скрываться не только древняя история, но и колоссальные природные ресурсы. По строению пород Антарктида считается территорией с возможными запасами нефти, газа, угля, металлов и редких элементов. Это не значит, что все месторождения уже точно подтверждены. Но Антарктиду давно рассматривают как один из крупнейших неосвоенных резервов планеты. Пока все это скрыто под километрами льда и защищено международным договором. Формально континент считается зоной науки и мира. Здесь запрещена промышленная добыча полезных ископаемых, ограничена военная активность, а территориальные претензии фактически заморожены. Но есть дата, после которой правила могут снова вынести на обсуждение. 2048 год. Именно тогда защитные условия могут быть пересмотрены. И если это произойдет, значение будет иметь не только право на добычу. Важными станут станции, маршруты, карты, спутниковые данные, опыт работы во льдах и постоянное присутствие на континенте. Поэтому разные страны уже укрепляют свои позиции. Россия проводит геофизические и сейсмические исследования, в том числе в районах, где могут быть нефтегазовые структуры. Китай быстро расширяет полярную программу. Строит новые станции, усиливает логистику, вкладывается в картографию, спутниковые наблюдения и круглогодичное присутствие. Но это не только Россия и Китай. В Антарктиде работают США, Великобритания, Австралия, Аргентина, Чили, Франция, Индия, Южная Корея и другие страны. Одни усиливают научные базы. Другие развивают авиацию, ледокольный флот, связь и системы наблюдения. И чем ближе 2048, тем важнее становится простой факт. Кто уже находится на месте, тот будет иметь больше влияния. Баланс постепенно меняется. И все это происходит вокруг места, которое мы до конца даже не понимаем. Антарктида – это огромная система, где один слой влияет на другой. 5 километров льда закрывают континент, который хранит древний воздух, следы зеленых лесов, горы, подземные озера и, возможно, ресурсы стоимостью в триллионы долларов. Но главный вопрос даже не в том, что там есть. Главный вопрос – кто окажется там первым, если правила изменятся? Что произойдет, если международные ограничения однажды пересмотрят? Останется ли Антарктида территорией науки? Или превратится в новый мировой спор за ресурсы? И самое тревожное другое. Если лед продолжит отступать, он начнет открывать не только камень и воду. Он может открыть бактерии, изолированные миллионы лет, древние ландшафты, которых никто не видел, и процессы, которые мы пока даже не понимаем. Будем ли мы готовы к тому, что найдем там? А если вам интересна эта тема, на канале уже вышло несколько роликов про Антарктиду. Там мы разбирали исчезнувшие экспедиции, странные сообщения полярников, дискообразные объекты и другие истории, которые до сих пор вызывают вопросы. Посмотрите их тоже. И обязательно напишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом.